Карлы Достар, здравствуйте, друзья! Приветствую вас на моем YouTube-канале Динарион. Быстренько напомню, подписка, лайк, комментарий, репост. Пожалуйста, не забывайте реагировать. Спасибо вам всем за поддержку. Сегодня мы будем говорить о файлах Эпштейна и о том, как там оказались казахстанские чиновники. Для этой беседы я пригласила генерал-майора, экс-главу КНБ Альнура Мусаева. Альнур Аль-Джапарович, здравствуйте. Спасибо вам большое, что нашли время со мной поговорить. Хайрлы Кеш, здравствуйте. Альнур Аль-Джапарович, насколько я помню, вы были первым, кто сказал о том, что Трамп завербован КГБ. Тогда многие отнеслись к этому скептически, но вот недавно Минюст США опубликовал массив документов, которые в народе называются файлы Эпштейна, и мы, в общем-то, эту связь увидели. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что деятельность Эпштейна – это проект КГБ? Ну, во-первых, я хотел сказать, что я не первый, кто сказал о том, что Трамп завербован КГБ. До меня были сотрудники КГБ и журналисты, которые об этом событии как бы уже говорили. Моя заслуга в кавычках в том, что я конкретно видел дело оперативной разработки в отношении Трампа под псевдонимом Краснов, которое положило начало одному из начал его, значит, сотрудничества с органами безопасности СССР и в дальнейшем Российской Федерации. Вот примерно так. Что касается файлов Эпштейна, ну там сегодня уже многие аналитики, журналисты, эксперты различных направлений проанализировали всю биографию Эпштейна и его близкой подруги Максвелл, которые эти материалы исследований, они свидетельствуют о прямом сотрудничестве значит, Эпштейна под прикрытием ли, под какими-то иными формами оперативно-розыскной деятельности, но свидетельствуют о сотрудничестве Эпштейна с ФСБ Российской Федерации. Я конкретно говорю ФСБ, не называю ни ГРУ, ни службу внешней разведки, потому что подобной деятельностью, подобным направлением оперативно-розыскной деятельности занималась именно ФСБ обычно. Раньше в КГБ занималась тоже соответствующая служба контрразведки. Первый глав Советского Союза КГБ СССР подобными делами не занимался. Поэтому фактов о том, что косвенных, конечно, прямой расписки там какого-то прямого документа найти очень сложно, но фактов о том, что вся деятельность Эпштейна, его подруги, некоторых других фигурантов дела, я фамилии сейчас не помню и назвать не могу, но все это свидетельствует о создании системной работы Федеральной службы безопасности по сбору компрометирующих материалов в отношении американской и европейской элиты. Вот примерно коротко мое мнение по этому вопросу. Мгм. А какие у вас были впечатления, когда вы увидели эти файлы? Вы их читали? Ну, нет, я особо не вникал в эти файлы, и читать это дело реальных аналитиков, у которых возможности и время для этого есть. Ну, казахскую сторону я, конечно, быстренько пролистнул, но и без нее многие вещи мне известны по предыдущей деятельности, и сейчас я считаю себя так сказать, не на пенсии, а в реальном процессе политическом, который складывается здесь вокруг меня, в мире и в Казахстане. Исходя из тех примерных знаний, которые у меня есть, я могу сказать, что
в свое время маршрутировались в США, не конкретно, возможно, на остров Эпштейна, вот прямо, но в США, под Трампа, в его бизнес-структуры и многие вещи бизнеса Трампа, которые были связаны с Эпштейном и другими объектами заинтересованности Комитета нацбезопасности Казахстана, значит, туда маршрутировалась агентура. В частности, некоторые наши великие бизнесмены, значит, американские, мои личные контакты американские, осуществляли сбор информации в отношении всего, что происходило в американской элите. Многие у нас как-то скептически зачастую относятся к тому, что Казахстан там вникал в какие-то такие элитные вопросы Соединенных Штатов Америки. Абсолютно это несложно было делать, потому что методы и формы деятельности КГБ СССР, которые в 90-х годах мы применяли по существу напрямую, эти формы и методы оперативно-розыскной деятельности, агентурной деятельности позволяли нам проникать достаточно глубоко в американскую элиту. Коротко. Я могу назвать, значит, эффективное представление информации в Казахстан, допустим, Александра Машкевича, представление информации в Россию нашего бывшего казахстанского бизнесмена Тофика Арифова. Значит, нам представлял, многие считают, что он как бы агент ЦРУ, на самом деле он был и агентом лично моим, это Джеймс Гиффин, очень известный американский бизнесмен, и некоторые другие, которых фамилии я не могу сегодня называть, потому что предварительной информации об этом, значит, утечки какой-то не было. А все, что касается деятельности, закрытой части деятельности КНБ, моей личной деятельности как председателя КНБ, многие вещи до сегодняшнего дня не имеется возможности раскрывать. А когда они будут раскрыты? И будут ли? Я думаю, что никогда. Обычно такие вещи не раскрываются. Если самостоятельно, как зачастую бывает, что эффективные журналисты и аналитики вскрывают, допустим, тот же Грозев, известнейший из расследователей, такие вещи вскрываются. Но самое главное, что я хочу отметить, зачастую мне задают этот вопрос: а какие ваши доказательства? О деятельности спецслужб прямых доказательств, расписок, значит, агентурных сообщений там, или еще что-то подобного, такого классического порядка, это не предоставляется никогда. Вот вы помните, наверное, Алиев в свое время публиковал дела агентов КГБ и КНБ на достаточно авторитетных лиц в Казахстане, я фамилии их не буду называть, и подтверждать подлинность. Но вот этот случай, когда, выскажусь грубо, дилетант в деятельности спецслужб, тот же Рахат Алиев, публично выкладывает личные дела, это крайне непрофессиональная и редкая вещь выхода в свет той или иной оперативной агентурной информации. А почему непрофессионально? Извините, я буду вам сейчас задавать, наверное, во время этого эфира очень глупые вопросы, но поскольку я совершенно не сведущая в деятельности спецслужб, поэтому они для вас будут, наверное, звучать именно так. Может быть, я, на мой взгляд, твердый, как профессионального сотрудника и оперативника органов безопасности, на мой взгляд, это совершенно не профессионально. А оно связано с тем, что большая, так сказать,
профессиональная деятельность того же Рахата Алиева, она больше со средствами массовой информации была связана, если вы помните. Хабар, эти КТК там и прочее, прочее. И вот это вот направление его, конечно, он больше журналист, чем оперативный работник, хотя и был руководителем, первым зампредом КГБ, КНБ Казахстана. Несмотря на это, профессионально он был журналистом, из вашей категории он человек. Больше его склоняло к этому. Ну а коль скоро журналист — это схватить факт, конкретный факт, это, на мой взгляд, достаточно ценное качество журналиста-расследователя. Вот исходя из этой точки он публиковал такие вещи. Альнур Эльджапарович, вы сказали, что Джеймс Гиффин был вашим личным агентом. Это что значит? Ну, я очень прямо, грубо, как говорится, выразился. Но вот давайте опишем ситуацию, как реально было. Значит, Джеймс Гиффин в контакте с Назарбаевым, значит, осуществляли деятельность в сфере, значит, привлечения крупнейших нефтяных компаний в Казахстан. Значит, Назарбаеву сразу через буквально, ну не знаю, через короткое время их знакомства или общения КНБ Казахстана и служба охраны Казахстана, в которой я в то время работал, служил, представила информацию о прямой причастности Джеймса Гиффина к спецслужбам Соединенных Штатов Америки. У нас были конкретные факты о его контактах, получении заданий специальных и чего-то подобного. В связи с этим Назарбаев в обход КНБ мне, как первому, в то время я был первым заместителем службы охраны, дал прямое указание взять этого Гиффина на прямой контакт и контролировать его деятельность. Это, ну, во-первых, я ему рекомендовал, чтобы он его передал в КНБ, но он в КНБ не стал передавать, он мне передал. Видимо, у него уже в то время были какие-то планы о назначении меня в комитет нацбезопасности. Коль скоро он передал мне, я вызвал сразу Гиффина к себе и провел предварительную вербовочную беседу. Я не брал с него никаких расписок, там, чего-то подобного, не шантажировал его какие-то информации. Просто исходя из его психологического портрета, представления о том, что он из себя представляет как человек, как он относится к Казахстану, как относится к власти казахской, какие у него взаимоотношения с ЦРУ, собственной структуры, хотя он не штатный сотрудник ЦРУ, он обычный бизнесмен. Мы заимели, ну, хорошие агентурные, будем говорить, отношения. Он мог вполне докладывать в ЦРУ о том, что я его там каким-то образом вербовал или не вербовал. Это мне неизвестно. Во всяком случае, когда я прибыл и встретился с директором ЦРУ через некоторое время, он с улыбкой, значит, намекнул мне, что им что-то известно, и предложил пообщаться с Джеймсом Гиффином. Джеймс Гиффин, любитель Казахстана. Я знаю, что вы знакомы, и вы можете у нас здесь в Вашингтоне, в Нью-Йорке пообщаться. В Нью-Йорке я общался в Вашингтоне в Лэнгли с директором ЦРУ, а он предложил: вы слетайте в Нью-Йорк и там пообщайтесь со своим другом, в кавычках. Все это в открытую. И говорить, что это агент ЦРУ или агент КНБ, ну как-то однозначно. Вообще оперативно-розыскная деятельность, она очень творческая. Она сродни искусству, тончайшему искусству человеческих взаимоотношений.
Она огрублена деятельностью КГБ и ФСБ, очень опошлена и огрублена, морально, как говорится, унижена. Шантаж, убийство, значит, использование женщин, и все вот эта гадость, которая применялась к КГБ, и исторически она перешла в ФСБ, и КНБ в 90-х годах, я вот откровенно скажу, как-то мы с тобой, Динара, разговаривали, и вы спрашивали у меня, какие преступления КНБ в ваш период совершалось. Я вам тогда сказал, что нет, мы никого не убивали, никого в тюрьму не сажали в 90-х годах при мне, в начале 2000-х. Но ты не поверила и что-то там раскопала какого-то журналиста, я уже сейчас не помню. И Да, вот, список журналистов, погибших при странных обстоятельствах, и до сих пор нет, ну, да, никакого расследования не было проведено, но они до 2000 года погибли. да, они погибли после моего ухода. Мгм. Одного мы, значит, с тобой обсудили коротко. Ну, в общем, это не важно. Я хотел сказать, что ты была права, задавая мне вопрос о совершении органами безопасности каких-нибудь противоправных действий. Если мы не сажали там и не убивали, то, конечно, шантаж, компрометация, использование женщин и прочих всяких нехороших вещей я беру на свою шею, как говорится, и признаю. Я не могу называть конкретных фамилий, конкретных вещей, совершения подобных аморальных и граничащих с преступлениями поступков, но во всяком случае ты была права. Единственное, могу назвать как пример подобного, значит, поведения был в свое время такой генеральный секретарь РНПК, это партия Кожегельдина, помните, наверное, РНПК, генеральный секретарь Виталий Воронов. И, значит, для того, чтобы развалить, ну, развалить эту партию, мы шантажировали Виталия Воронова, довели его до такого сложного психологического состояния, что он признал деятельность РНПК преступной, написал соответствующее заявление, опубликовал в прессе. В общем, такое жесткое давление на достаточно порядочного человека, Виталий Воронов, привели к развалу РНПК. Вот один из примеров. Можно некоторые другие называть, но я не вижу в нашей сегодняшней передаче такой необходимости. Да, сегодня я планировала с вами говорить об Эпштейне, но я хотела бы чуть-чуть продолжить эту тему. Убийство Айдоса Садыкова. Здесь уже комитету нацбезопасности, ну, то есть никак не удастся, наверное, опровергнуть свое участие. Я помню, мы с вами говорили об этом убийстве. То есть получается, что до сих пор комитет нацбезопасности продолжает работать по этим принципам. Это какой-то всплеск. Я еще раз хочу повторить, ну, вопросами убийства Комитет нацбезопасности в мой период, когда я возглавлял КНБ, значит, таких фактов не было, однозначно не было. А громкие убийства, значит, во второй половине 2000-х годов, 2006 год, там 2005, по-моему, этот вылетел из головы, ладно. В шестом году убийство, вот десятилетие у нас Сарсембаева, Алтынбека. 20 лет уже прошло. Да, это уже такой факт, когда КНБ целенаправленно совершила преступление против жизни человека в политических целях.
это политическое убийство. И потом, как вы помните, весь последующий период было такое затишье по этому вопросу. И я думаю, что в КНБ сделали какие-то большие выводы. Там уволен был этот Тутбаев, и еще какие-то вещи были для нормализации. Но после 22 года, когда сам Токаев, в принципе, с перепугу ли, я не знаю, почему он совершил такое преступление, когда сказал, что дал команду расстреливать на площади людей. Это, после этого, на мой взгляд, что-то в комитете нацбезопасности что-то произошло. Но они не вернулись к методам КГБ СССР, не использовали методы ФСБ. Вот это вот какое-то уже не такое профессиональное, а какое-то вот, ну, или слишком современное, которое я уже не понимаю, методы оперативной агентурной деятельности, которые вот сейчас развивались. Я прекрасно понимаю методы, когда они прислали сюда, в Австрию, группу сотрудников КНБ и пытались, значит, похитить некоторых здесь казахских граждан, связанных с Нурбанком. Потом совершили 2 покушения вооруженных на меня. Там уже где-то что-то совпадало, ну, с классикой, что ли, совершения преступлений органами безопасности. А вот убийство, я давно думаю об этом и все время думаю, как так получилось, что совершенно непрофессиональные действия наложили, в принципе, прямое пятно на Казахстан, на органы безопасности Казахстана. Эти двое, значит, один явно сотрудник прямой, сотрудник органов спецслужб Казахстана, там внешняя разведка или контрразведка, или это Арстан, но во всяком случае это КНБ, прямое пятно. И вот такое прямое, значит, раскрытое, что ли, украинцами преступление, убийство политического оппонента, это, ну, ни в какие ворота, даже в методы КГБ, которые раньше были, оно не входит. Оно может быть связано с какой-то открытостью преступлений Федеральной службы безопасности и ГРУ. Это вот в Англии там ездили, новичком травили, внутри России травили, новичком расстреливали, выбрасывали из окна многие. Вот это вот практически открытое преступление спецслужб России, возможно, оно наложило на какой-то отпечаток, что Казахстан при Токаеве, который, в принципе, интеллигентный такой дипломат, который не должен быть связан никакими грязными делами, связанными со спецслужбами, ну, чистейший дипломат, он никогда со спецслужбами связан не был, хотя его там подозревают, раз учился в этом ГИМО, значит, что-то с КГБ. На самом деле, я вот внимательно изучал его биографию, до сих пор изучая его, он никакой связи. И при этом при нем совершается подобное преступление. Это, во всяком случае, я не могу дать какую-то профессиональную оценку этому страшному политическому преступлению. Альнур Аль-Джапарович, а кто убил Алтынбека Сарсенбаева? Ну, этот вопрос давно, вот сейчас десятилетия, видимо, многие люди интересуются заново этой темой. Значит, 10 лет со дня убийства. 20 лет уже прошло. Ой, извиняюсь, 20. Время у меня летит как-то медленно, что ли, или быстро, не понимаю. Значит, это, вокруг этой темы очень много различных домыслов, измыслений, но для меня совершенно открытая страница. Многие помнят, наверное, знают, что по вопросу госпереворота я
самое главное обвинение заключалось в том, что я создал структуру защиты безопасности президента, которая вне рамок существующих органов безопасности, вне рамок существующего, значит, правового поля, собирала информацию на элиту Казахстана, окружение Назарбаева, значит, и многие вещи подобного рода. Собралось очень много компрометирующего материала. Там, возможно, кто-то из них до сих пор побаивается, но там нету материалов о взятках, там, о каких-то экономических делах. Очень много информации такого политического характера. Кто с кем, за кого, кто против кого, кто за Абыкаева, там вот эти вот группировки в свое время, помните. Но такого не очень. Но зачастую много интимной, такой личной информации, которую можно было использовать для шантажа. Я опять прямо и грубо говорю. Где-то в 2001 или да, в 2001 году, когда все вот сильно бурлило, значит, Назарбаев попросил меня материалы на элиту вот эту. Часть материалов была представлена, и в связи с тем, что он сам фигурировал там, ну, в качестве, он общается с Аблязовым там, или с каким-то там бизнесменом, с тем же Машкевичем или еще с кем-то, он не объект слежки, он просто сопутствующий момент. Но взять его, вычеркнуть, как сейчас в материалах Эпштейна все вычеркивается, но он прекрасно знает, что это он. Были представлены, это его сильно возмутило. В аэропорту примерно в конце 2001 года в аэропорту в присутствии большого количества людей он высказал мне огромные претензии в связи с этим сбором информации. Вот. И после этого, через некоторое время, уже в 2002 году я подал рапорт и самостоятельно ушел из органов. Из всех постов, из органов, из Совета Безопасности ушел полностью. Неоднократно после этого меня уговаривали о том, чтобы я вернулся на пост там, гвардии, начальника УКНБ по Алматинской области, еще куда-то. Вот. Но я отказался, потому что вот этот факт, что у меня собрано много материалов, оно, с одной стороны, меня самого компрометировало страшно, конечно. Я подлежал, ну, я как оперативный работник, я прекрасно понимал, что я подлежу ликвидации и прочее. Просто взять и выдать этот весь компромат, огромнейший массив компромата, я не мог. Вот. Тем более Рахат Алиев связан. Рахат Алиев тоже собирал этот компромат, он создал специальную структуру по сбору информации. И он сразу публиковать ее начал. Вот это опять большой непрофессионализм. Компромат прекращает иметь силу и бьет против самого человека, кто имеет этот компромат, после того, как он публикуется. Это страшный непрофессионализм высшего класса. Вот, и в последующем, значит, события развивались, я выехал, в 2007 я после убийства Сарсембаева я выехал за границу в связи с тем, что на меня возбудили дело о госперевороте первоначально. И, значит, после выезда в Австрию ко мне начал обращаться этот Шабдарбаев, как председатель КНБ, и постоянно требовать, чтобы я все материалы, связанные с той структурой, которую я, грубо говоря, незаконно создал, значит, все вернул в Казахстан. Я сказал, что у Рахата забирай, и все будет в порядке. У меня нет.
Вот нету. Я никогда не обладал компроматом. Ни на кого. И никаких вещей кого-то шантажировать я не имел, не желал, не планировал и до сих пор не стремлюсь кого-то компрометировать теми материалами, которые в те годы и последующие годы, буквально до 2011 года, материалы поступали по линии вот этой структуры. Она после вас продолжала действовать, работать? Она продолжала действовать, потому что многие, почему и все время меня преследовали и пытались, значит, захватить здесь, потому что она реально действовала. В этих материалах, значит, когда убили Сарсембаеву, как известно, Дудбаев пошел к президенту и сказал, что к убийству причастен Рахат Алиев. Вот. И все закрутилось, и я достал материалы, касающиеся Сарсембаева. Сарсембаев лично ко мне приходил. Накануне убийства, где-то, ну не в феврале месяце, это было в декабре примерно предыдущего 2005 года. И сказал, что за ним слежка, что его преследует КНБ. Вы можете как-нибудь повлиять на КНБ, чтобы от меня отстали. Я сказал, что у меня таких возможностей нет. Там председатель Дудбаев, который против меня настроен очень негативно и дал всем своим подчиненным, значит, с Мусаевым не общаться. Нормальная ситуация, будем говорить. Единственное, что я ему дал прослушать лично Алтынбеку, дал прослушивать у себя в кабинете, значит, разговоры между Дудбаевым, значит, его подчиненными, с Башко и некоторыми другими гражданскими лицами, которых, значит, в отношении Алтынбека говорилось очень много негативного. Угрозы там были, что вот там мат, перематы, и разберемся, и все. Алтынбек меня поблагодарил, сказал спасибо, раз вы не можете что-то сделать, мы будем искать способ, как от этого защититься. И как показало время, значит, в феврале его убили. В связи с тем, что было обвинение в отношении Рахата Алиева, материалы прослушки в отношении Башко, Абыкаева и еще 2 сотрудников Комитета нацбезопасности. Дудбаев в это время выехал за границу, в момент убийства, как говорится, и подставил этого Башко. Башко все вопросы передвижения Алтынбека по телефону обсуждал с Абыкаевым. Куда, что, где, как. И момент его захвата службой Арстан Башко лично докладывал Абыкаеву. Хотя в материалах следствия ни слова об этом Башко нет. Единственное, Башко, когда я вернулся из-за границы, сразу после убийства, примерно через 3-4 дня, я тоже за рубежом был в это время. Башко меня встречал в аэропорту и, значит, с таким, с какой-то угрозой. Он боялся прямо сказать, что вот сейчас я тебя арестую или что-то подобное. Значит, я при нем набрал телефон Назарбаева напрямую, сказал, здесь вот КНБ вокруг меня ходит, что-то вы хотите в отношении меня. Он говорит, сейчас я с Рахатом разберусь, этого Башко пошли нафиг, он не стал разговаривать с этим Башко, а сказал, отправь его к черту и можешь спокойно, значит, идти куда тебе надо, примерно. Такой разговор был. Башко я послал, как Назарбаев мне сказал, я его послал подальше. Вот. И он бывший мой подчиненный, я его неоднократно увольнял из органов, и, значит, его послали меня чуть ли не арестовывать. Это было смешно во всяком случае. Вот, и все материалы прослушек я представил этому, который меня все время просил, Шабдарбаев.
Шабдарбаеву я переслал материалы. Ты просил у меня все, что касается компромата с собранными УПП. Вот я тебе даю. Вот разговоры Абыкаева, вот Башко, вот еще товарищей. Можешь принять. И вешать убийство, тогда про Мусаева ничего не говорили, вешать убийство на Рахата Алиева, это, я прямо сказал, это просто смешно. Вот. Они приняли эти материалы, аудио, так сказать, и ну, мы разберемся. Ну, естественно, никто разбираться не стал. Того же Рыспека Сарсембаева убедили, что Абыкаев ни при чем, Башко ни при чем, а виноват Алиев и Мусаев. И эти материалы до сих пор в журналистских расследованиях. Подождите секунду, пожалуйста. У меня почему-то пропал звук. Я вас не слышу, Альнур Аль-Джабарович. С какого момента? Вот. Вот. Сейчас, да, сейчас вы появились. А с какого момента не слышали? С какого момента? Ну вот буквально, наверное, 30 секунд назад вы говорили о... Ах, меня сбило вот это. Я сразу напряглась из-за того, что исчез ваш звук. Да, но во всяком случае, вот все закончилось тем, что материалы прослушек я передал Да, вот с этого момента, да. Мгм. Шабдарбаеву и, значит, свою роль как бы на этом остановил. Однако, значит, Абыкаев, Дудбаев и все люди, находящиеся у власти, значит, убедили и общественность, и в какой-то мере и журналистов, расследователей о том, что Мусаев, Алиев совершили, значит, покушение или чуть ли не прямое убийство Алтынбека. В связи с этим были возбуждены дела в Казахстане, и в какой-то период сюда, в Казахстан, в Вену, в Австрию приехал Респект Сарсембаев, Да. да, и встретился со мной. Я до этого ему звонил, говорил, что есть факты, и я их передал, значит, Шабдарбаеву о том, что вот эти преступления совершены Башко и Абыкаевым, двумя друзьями. Они общались очень плотно, эти два человека. Вот. Он, значит, и попросил его поддержки. Говорю, вот я факты передал. Я вам лично, он просил меня лично, дайте мне факты такие. Я говорю, у меня фактов никогда компрометирующих кого-то нету. Я всегда это заявляю и говорю. Я ему ничего не дал. Говорю, там у властей бери, разбирайся. У тебя контакт есть. И он хвастался этими контактами. Я с тем могу пообщаться, с этим пообщаться. На этом мы договорились. Он уехал и через некоторое время сам же начал опять повторять то, что власти Казахстана утверждают, что Мусаев и Алиев причастны к убийству Алтынбека Сарсембаева. Хотя до этого уже и этот убийца уже говорил. Первоначальная версия убийцы, как его, Ибрагимов, о том, что Абыкаев – это поручение Абыкаева. Не Утимбаева, а Абыкаева. Потом он изменил показания под давлением, естественно. Но повторные изменения показаний, они никогда не берутся никаким нормальным судом, они не берутся. Первоначально открытое заявление, оно берется так сказать, в работу. А потом, значит, нет, оказывается, не Абыкаев, а Мусаев, это, ну, ни в какие ворота не вяжется. Коль скоро перед отъездом Респека Сарсембаева в Алмату я обратился в австрийскую юстицию,
конкретно в полицию о том, что я дам показания по делу об убийстве Алтынбека Сарсембаева. Дело об убийстве Алтынбека Сарсембаева возбудили по заявлению Рахата Алиева, который представил следствию материалы переговоров между Назарбаевым и Абыкаевым, в переговорах которых значит, Назарбаев дает прямое указание Абыкаеву. Абыкаеву о том, чтобы надо, значит, уничтожить Алтынбека Сарсембаева. По этому делу я сказал, что я готов давать показания и, в общем, намеревался все сделать. Но коль скоро сразу мне пришло уведомление о том, что я являюсь фигурантом дела об убийстве Алтынбека, значит, из Казахстана пришло уведомление. В этой связи я в полиции при повторном, значит, посещении отказался давать показания вообще. Потому что Роспек не выполнил свою часть договоренностей. Он должен был там эти вопросы поднимать. Но он опять под дуду Абыкаева, властей, значит, опять начал говорить о том, что я причастен к этому убийству. Вот примерно то, что я знаю об этом преступлении, политическом убийстве. Нур Эльджапарович, я просто хотела бы напомнить, что наша главная тема эфира – это файлы Эпштейна, и мне кажется, что будет очень интересным нашей аудитории узнать, кто и по какой причине из казахстанских чиновников попал в эти документы. Я признаюсь, я лично детально не разбиралась с этими файлами, я не расследователь. Но журналисты опубликовали несколько имен, в частности, имя бывшего председателя Нацбанка Келимбетова, бывшего премьер-министра Карима Масимова. Также там есть какой-то человек, который связан был с госбезопасностью. Есть какая-то девушка, названная в файлах казахская девушка из IPI, это International Peace, забыла, извините. Сейчас вспомню. Какая-то организация, и которая занималась в Казахстане встречами Эпштейна. Казахстан упомянут больше 400 раз в этих файлах. Вот расскажите, Альнур Эльджапарович, что это все значит? Мне очень хочется думать, что наши чиновники, Назарбаев там, конечно же, тоже есть, мне очень хочется думать, что наши чиновники не добрались до этого острова и не участвовали в этих жутких вечеринках с несовершеннолетними детьми, но все-таки связь была. И, как я поняла, там также есть файл, где речь идет о 3-5 миллионах, то есть какая-то казахстанская... Там была связь, был какой-то контракт у американцев с казахстанцами. Вот ваше мнение по этому поводу? Ну, там еще Умурзак Шукеев, Арахат Алиев, там даже, по-моему, Аблязов. Ну, это практически все фигуранты, кроме Келимбетова, там без, так сказать, без присутствия на острове, без признаков присутствия на острове, без признаков участия в каких-то там криминальных делах, просто пофамильно названные. И я не думаю, что казахстанцы участвовали в каких-то педофильных там, преступлениях против детей, торговли
людьми, что-то подобное нет. Но вот то, что про финансы ты где-то раскопала, плюс то, что Келимбетов перечислил 400 тысяч какому-то институту мировой экономики, что-то такое, все это свидетельствует о элементах коррупционной составляющей. Возможно. Но, как и ты, я не копался в этих материалах, и меня меньше всего это интересует, потому что казахские острова Эпштейна, так называемые, скорее, я, может быть, шуткой скажу, скорее больше интересует казахстанская элита в файлах Мусаева. Это было бы смешнее и веселее, потому что там реально есть люди, которые, ну, завязаны, может быть, не в крупных преступлениях, но завязаны в нехороших, аморальных поступках, будем говорить. Вот. По материалам Эпштейна я не хотел бы, хотя действительно ты ее проанонсировала в таком виде, ну, там я не вижу ничего интересного, кроме того, что, как я вначале говорил, значит, Эпштейн и его подруга Максвелл прямо связаны с Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Вот это самое, для меня, во всяком случае, самая важная часть, которую я буду держать под контролем, которую я буду исследовать и заниматься, насколько Россия, органы безопасности России держат за одно место Трампа и другую западную и американскую элиту. Это очень важный вопрос, который влияет на все, что происходит в мире сегодня, не в самом лучшем виде, потому что и европейские политики, и американские не хотят того, чтобы все это вышло, как говорится, было опубликовано и кого-то начали привлекать. Ведь многих уже начали привлекать в Европе, во всяком случае. Да, в Британии, в Норвегии расследования идут. Да, расследование, увольнение, и эффект очень мощный. Это и прокол, с одной стороны, Федеральной службы безопасности, а с другой стороны, говоря в кавычках, огромный успех, который, значит, ломает всю существующую геополитическую ситуацию в мире. Примерно так. Знаешь, Динара, я хотел бы несколько слов сказать о Казахстане. Как-то вот я последнее время перестал интересоваться, что ли, событиями в Казахстане, в связи с тем, что вялая такая политическая ситуация, не представляющая такого событийного интереса и не влияющая ни на что, ни внутри Казахстана, ни вовне. Это связано, конечно, с личностью главы государства. И вот эти вот процессы, которые идут сегодня, там вот, выставили на референдум Конституцию и многие вещи. Сегодня меня очень сильно волнует то, что Казахстан находится на обочине исторического процесса. Вяло движется в фарватере России, мало интересует Европу, немножко интересует Казахстан, пытается влезть без мыла к Трампу с его этим Советом мира. Вот такое вот, ну, просто обидно, что Казахстан такой. Очень важно, чтобы в Казахстане все-таки возникла какая-то государственная идея, что ли. На мой взгляд, важнейшим вопросом государственной идеи Казахстана это уход от зависимости от России, от колониальной зависимости, которая в умах людей, не говоря уже о руководстве Казахстана, в умах простых людей она засела таким ржавым советским гвоздем, который не дает Казахстану встать на ноги как независимому государству и двигаться вперед. Ведь независимо от того, что Россия
если будет разваливаться, а она будет разваливаться, то осколки погребут и Казахстан однозначно. Если она каким-то чудом вырвет у Украины кусок восточных земель, это тоже не остановит Россию для того, чтобы нападать на другие государства, в первую очередь Казахстан. Все говорят там на Балтийские страны, на Кавказ, там на Молдову еще. Казахстан лакомый кусок для того, чтобы удерживаться у власти вот этому неонацистскому режиму российскому. За счет севера Казахстана они могут еще протянуть жизнь десятилетия существования подобного режима. Поэтому национальная идея Казахстана должна быть уход, постепенный, пусть даже уход, от зависимости от России. Вот что такое ОДКБ? Многие не задумываются. ОДКБ – это безопасность коллективная, которая должна обеспечивать безопасность каждого государства от внешних угроз. Какие внешние угрозы у Казахстана сегодня? Ну, Россия кричит все время: Китай вас там поработит экономически. Хотя уже Китай поработил саму Россию. И в отношении Казахстана у Китая, кроме действительно экономической экспансии, никаких претензий нет. С юга там Россия все время кричит на вас, все эти талибаны и прочие мусульманские, исламские структуры, значит, нападут и террористы вас сожрут. Ну, абсолютно. Вот тот же Узбекистан, который в ОДКБ не входит, он абсолютно свободно справляется со всеми южными своими угрозами. И даже больше влияет на этот Афганистан, ставит там своих лидеров периодически и останавливает любые проблемы. Он даже не член ОДКБ. Казахстану от этого Талибана, мы туда хлеб отправляем специально, хоть немножко жили, постоянно и мука, и зерно периодически идет туда для того, чтобы там с голоду люди не умерли. Поэтому угрозы нет. От Европы угроза, от НАТО, ну я просто не представляю, что Казахстану угрожает НАТО. Как Россия все время говорит, что НАТО вмешивается и, значит, ломает здесь какую-то в Казахстане ситуацию. Не говоря уже о Америке, далека от того, чтобы вот как сегодня Америка Канаду там захватить хочет. Ну, Казахстан они захватить однозначно не хочет. От кого угроза члену ОДКБ Казахстану? От кого угроза? От члена ОДКБ России. Ну, больше нету. Так как можно находиться в этом клубе? Армяне молодцы, они потихоньку оттуда выходят. Потому что реально Армении тоже угроза от члена ОДКБ России. Поэтому такие структуры взаимодействия надо однозначно ломать. Национальная идея Казахстана – это прежде всего уход от России и поддержка Украины. Украина защищает Казахстан всеми своими силами, которые у нее сегодня есть. Только Украина защищает. Ни Европа, ни Китай, ни даже наши центральноазиатские друзья. Никто не защищает, только Украина защищает. Это раз. Вторая часть национальной идеи для меня, на мой взгляд, исходя из моего жизненного опыта, это солидарность, дружба, взаимодействие, сплочение народа, населения Казахстана. Это важно для самой власти. Если власть хотя бы немного опирается на народ, а народ может как хоть малейшее доверять собственной власти, это укрепит все направления, и политические, и экономические, и социальные, и многие вещи. Вот у нас так, что друг другу все кругом враги у нас. По национальному признаку, по социальному признаку. Значит, богатый, значит, нехороший. Или бедный, тоже нехороший. И все друг другу враги. Да, везде есть этот трайбализм, там, не знаю, поддерживают только родственников, все. Во всем мире так.
Но это не самое главное. Если дворник может прийти бизнесмену помочь убраться просто из-за того, что там грязно, это взаимодействие, это взаимоподдержка. Очень важно для Казахстана две вещи. Это внутренняя дружба, сплоченность и взаимодействие, такая же, как в Японии, в Южной Корее. И второе, и даже первое, то, чтобы уйти из-под России. Вот две национальные идеи, если мы будем грамотно реализовывать, не говорите, вот как ты там сегодня выступила, я против референдума. Не против. Я за то, чтобы референдум принял правильное решение. Вот все время за мы должны говорить. Мы за работу Маджлиса, которая должна быть эффективной. Мы за правительство, которое должно менять нашу ситуацию в лучшую сторону. Мы за президента Такаева, который за народ сделал то, то и то. Вот вопросы за и против поменяйте местами, пожалуйста. Во всем мире так делают и стараются так делать. Конечно, там, где Россия, там Украина прямо должна говорить, да, мы против. Но казахи имеют возможность говорить за. Мы должны объединяться за, все вместе. Это главная национальная идея. Так же, как корейцы, так же, как японцы. Спасибо за внимание. Альнур Альтапарович, вот вы говорите, что Казахстан находится на периферии политической жизни. Вот я, находясь здесь, внутри страны, я с вами соглашусь, да, мы действительно, говоря словами канадского премьер-министра, я считаю, что наша страна находится в меню, тем не менее здесь процессы идут и достаточно активные. Тот же референдум, поправки в Конституцию, вот все то, что сейчас происходит, и я это считаю процессом, который направлен на укрепление президентской власти, сохранение и продолжение. Ну и так далее. Просто мы уже довольно долго говорим, но люди знают мою позицию по этому поводу и мое личное отношение к Тукаеву. Я не могу выступать за президента, который дал приказ стрелять на поражение без предупреждения. Я не могу выступать за парламент, где нет, вот лично моего представителя там нет. Мы все прекрасно знаем, как эти депутаты работают. Я не могу выступать за правительство, которое, где работают люди, назначаемые президентом. То есть во власти нет ни одного человека, который бы представлял, ну, вот простых обычных граждан. Это прямо вкратце просто вам ответ, чтобы эфир не остался таким без Без моей, ответа. без моей реакции. Еще один вопрос. Я все-таки позвольте я вас верну к файлам Эпштейна. Как вы считаете, Альнур Джапарович, вот те имена, которые я назвала, которые вот журналисты называют, вы назвали, можно ли считать это поводом для того, чтобы, ну, провести, ну, хорошо, не расследование, но дать какой-то комментарий? Вот те люди, которые там указаны, они же все живы. Они могут как-то объяснить. Потому что если домысливать, я просто не хочу уходить в конспирологию, но если домысливать и связывая Эпштейн, ФСБ, Казахстан, можно вот эти контракты, которые были между какими-то казахстанскими предприятиями с американскими, и за это платили большие суммы, можно же прийти к таким очень нехорошим мыслям, связанным с нашей политической верхушкой и то, чем они занимаются, и то, что это не в интересах нашего государства делается. Вот как вы считаете, стоит ли об этом сказать, чтобы снять все вопросы? Ну, расследование я уже не, я просто не понимаю. Ну, я пока не изучив эти файлы, конечно, не могу говорить о том, что вот надо провести обязательно расследование, но дать какой-то комментарий. Ну, не знаю, это сегодня каждый волен поступать по-своему. Но, на мой взгляд, тот же Келимбетов должен дать комментарий.
потому что там касается крупных сумм денег, перечислений, многих других вещей. В отношении других я не вижу, чтобы они кто-то давал комментарий, та же женщина. Но расследования, на мой взгляд, должны нормально, как в Европе проводятся, также должны проводиться и в Казахстане. То есть прокуратура должна заняться и исследовать все, что касается в этих файлах Казахстана. Выявить женщин, поручение дать МВД, выявить людей, которые маршрутировали этих девушек туда, связано ли это с торговлей людьми, обязательно проверить. Фактов о том, что там малолетние в файлах из Казахстана в файлах нет. Поэтому вот по финансовым вопросам Келимбетов и другие структуры должны дать, на мой взгляд, должны дать какие-то комментарии. И расследование прокуратуры. Прокуратура Казахстана должна инициировать расследование в отношении вопросов торговли людьми. Вот эти, на мой взгляд, два вопроса, они очень важны. И если бы нормальная, так сказать, юстиция в Казахстане была, то она это сделает. Если это ненормальная юстиция, как мы все утверждаем, то, конечно, это останется без соответствующей реакции. Боюсь, что реакции никакой не будет. Но, тем не менее, мы об этом поговорили. Альнур Да. Альжапарович. Я одну вещь хотел дополнить Да, коротко. пожалуйста. Значит, я тут действительно наехал, что люди должны поднять ручки и сдаться перед властями и все время говорить: да, да, мы вас поддерживаем. Я не это имел в виду. Это раз. Кто понимает, тот поймет. И второе, власть тоже прежде всего должна обращать внимание на людей. Власть обязана дать возможность выступать людям в реале, а не в офлайне, а не в онлайне. В онлайне мы все выступаем, даже люди, которые в Казахстане живут, они, находясь под прессингом политическим со стороны властей, тоже выступают, это однозначно. Но дать возможность реально, и митинговые вещи, и просто выступления, и какие-то коллективные, заявления делать. Вот это власть обязана сделать для того, о чем я говорил, для реализации национальной идеи, укрепления государства, дружбы, взаимодействия и всего прочего. Это очень важно для государства прежде всего. Боюсь, что все происходит с точностью до наоборот. Власть, наоборот, отгораживается, максимально закрывает нам любые способы общения, то есть диалога уже давно нет. И вот после принятия новой конституции нас просто, пока она будет действовать, этой возможности у нас не будет. Есть Назарбаевская конституция, почему не быть такаевской? Вот все. Ну да, каждый президент переписывает под себя конституцию. И это, конечно, очень-очень нехорошо, потому что теряется доверие и к власти, и к законам. Хотя, честно говоря, уже давно все это потеряно. И я разделяю с вами мнение по поводу очень тревожных прогнозов по поводу нашей страны и того, что с ней может произойти. Альнур Альжапарович, спасибо вам большое за разговор, за ваши ответы. И спасибо всем, кто был с нами. Сау болыңыздар. Спасибо, до свидания.